Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, мы с вами уже видели на канале коррекцию на эти ноготочки. Здесь мы делали перенаращивание, и в том ролике я вам говорила, что с этой работой у меня получилось не все гладко. Вернее, у меня с этой работой вообще в принципе ничего не получилось. Здесь получилось миллион косяков, один на один накладывающийся, и все эти косяки нам пришлось как-то исправлять. Давайте же посмотрим, что мы делали. Первый косяк, который получился на этой работе, получился по моей вине. Я не посмотрела на то, что у меня кисточка была немножечко припачканная, и при выкладке замеса в нем у меня остались разводы. Такие некрасивые, их на камере не видно, но вживую было прям очень сильно видно. Поэтому было решено прятать эту зону под дизайн. Когда клиентка пришла ко мне на процедуру, она сразу же сказала, что хочет дизайн в таком же стиле, как у меня. Поэтому ничего страшного, мы решили расположить ей цветочки в зоне кутикулы, этим движением спрятать разводы и, соответственно, сделать то, что хочет клиент, и в то же время припрятать тот косяк, который нечаянно получился. Но в это время вышел еще один косяк, потому что клиентке позвонил муж, спросил, через сколько мы освободимся, и я сказала, что мы освободимся через полчаса. Сколько раз я себе уже говорила, никогда не говори время, когда ты закончишь, никогда в жизни не получается закончить ровно в это время. Если ты говоришь, что ты освободишься через полчаса, значит ты освободишься через полчаса после этих через полчаса. Потому что ровно с этой фразы у нас пошло все не так, все наперекосяк. Итак, для того, чтобы исправить одну ошибку в разводах, было решено расположить дизайн в этой зоне, напоминаю. Было решено спрятать эти разводы под дизайн, но вышло следующим образом. Когда мы вернулись к нашему дизайну для того, чтобы проложить второй уровень объема, выяснилось, что первый уровень объема клиентка наша благополучно немножечко пальчик смазала и размазала. Соответственно, у нас дизайн размазан. Нам нужно это компенсировать. Нам нужно в один слой выложить те два уровня, которые должны были быть выложены в один слой. Естественно, это уже не так аккуратно получается, но у нас нет времени нормально это все перепиливать, переделывать, потому что нас ждет муж, которому мы пообещали освободиться через полчаса. Поэтому, коллективно посовещавшись, решаем оставить это как, сделать хоть как-нибудь под текстоном, все равно будет не видно. Наносим текстон
И он у нас благополучненько затекает под кутикулу, потому что в данном случае ручки клиентки как никогда это предполагают. В принципе, в данном случае это ничего страшного, потому что текстон это просто лак, мы потом перекроем это финишем, и остатки лака можно удалить просто ацетоном, аккуратненько вытерев по периметру. Но опять же, сделать мы это не успели, потому что времени у нас не было. Это я сказала клиентке сделать дома самостоятельно. Далее, получается, что разводы, которые мы хотели спрятать, в принципе у нас спрятаны, но спрятаны они на 3 пальчиках из 10. Поэтому, вернее, не на 3 пальцах, а на 6 пальцах из 10, на 3 пальцах на каждой руке. Поэтому для того, чтобы спрятать разводы на остальных пальцах, было решено сделать на них втирочку. И почему-то очень загадочным образом тот финиш, который мы делали под втирку, на одной руке просох замечательно, великолепно, все было хорошо, а на этой руке высох какими-то расплющенными озерами, он просто собрался. Для меня осталось до сих пор большим вопросом, почему так получилось. Потому что реально вторая рука получилась идеальная. Но опять же, у нас нет времени этого переделать, это надо опять как-то прятать. То есть тот косяк, который должен был спрятать предыдущий косяк, становится таким косяком, который опять нужно прятать. Ну, в общем, девочки, вы понимаете, да, это жесть была, а не работа, просто кошмар. Итак, перекрываем ноготки финишным покрытием и быстренько думаем, чем же можно исправить вот эти вот разводы теперь уже на втирке. То есть лучший вариант из всего этого, который я могу себе предложить, это, конечно же, то, что я умею рисовать. То есть добавить какую-то прорисовку, которая это все просто визуально закамуфлирует. Поэтому было решено нарисовать какие-то такие кружева, не кружева, но опять же надо нарисовать что-то такое очень быстрое, потому что муж звонит уже 10-й раз после того, как мы пообещали освободиться через полчаса, и я уже подозреваю, что меня скоро придут и будут убивать. В общем, девочки, по итогу у нас получилась вот такая работа. Конечно же, мы ее в скором времени переделаем, мы не будем ходить полное время на коррекции. Конечно же, клиентка получила скидку на эту работу, потому что все пошло не так с самого начала. Ну, собственно говоря, и косяки нас всегда учат тому, что нужно в этой ситуации как-то выкручиваться и придумывать много интересных решений для того, чтобы все-таки хоть как-то выйти из положения. Да, нельзя же просто бросить работу на полработы и сказать: извини, у меня сегодня не получается, ходи так, да, мы тебя финишем покрываем не будем, иди гуляй. Поэтому, девочки, даже такие дни, они стимулируют вас как мастеров для вашего развития.
Я же прекрасно осознаю, что эта работа просто убитая. Мы это осознаем вместе с клиенткой честно-честно, хотя ногти получились на самом деле безумно красивые, форма получилась идеальная, очень здорово все вышло, но дизайн испортил все. На коррекции мы это, конечно же, все поправим, уберем разводы камуфляжа, пилочкой все это выпилим, сделаем коррекцию, и все будет выглядеть просто замечательно. Но на данном этапе пока вот так. Надеюсь, вам было полезно. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Мы же с вами встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!